Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня наконец-то появилась официальная информация о российских серверах. Небольшая реклама, и я вам обо всем расскажу. PubgDrop.com – первый и лучший сайт по открытию кейсов. Ежедневный бесплатный кейс. 10 рублей на покупку кейса за регистрацию. Пополнение баланса любыми способами, даже скинами из Steam. А также вас ждет куча кейсов, перед которыми вы не останетесь равнодушными. PubgDrop.com. Ссылка в описании. А при пополнении от 1000 рублей вы получите плюс 70% к балансу. Сколько же вопросов об этом было, и вот наконец-то Mail.ru написали свой оправдательный ответ. Зачитаю, пожалуй, дословно и приведу скриншот из официальной группы ВКонтакте. Друзья, мы знаем, что вы с нетерпением ждете запуска российских серверов PUBG. Предварительно он был запланирован на первый квартал этого года, однако по различным причинам старт пришлось отложить на несколько месяцев. Мы с разработчиками сожалеем, что серверы не были запущены в обещанный срок, однако работаем над их скорейшим подключением. Как только будет известна более точная дата запуска российских серверов, мы обязательно вам сообщим. Да-да, и это все, что касается официальной информации, ни сроков, ничего конкретного, ну как-то так себе ответ. Есть у меня небольшое подозрение, что появился такой вброс из-за некого резонанса вокруг петиции. Мне в личку они написали просто кучу людей, в том числе и сам ее создатель. Лично я отношусь к этому очень скептично, потому что на моей памяти ни одна петиция, подписанная в интернете, не привела ни к какому результату. Возможно, только к каким-то мелким локальным решениям, и то это было из-за сильного пиара в СМИ, а не из-за юридической силы какого-то сайта с условно честными подписями, которых каждый из вас может сделать хоть по 1000 штук, даже если там стоит отслеживание по IP. Единственный сайт в России, где петиции имеют хоть какую-то юридическую силу, это какой-то государственный портал, по-моему, домен Рой называется, где проголосовать могут только лица с подтвержденным аккаунтом госуслуг. Там и паспортные данные, и все, но сейчас не об этом. Логичный вопрос, почему, если я не доверяю этим сайтам, сам эту кляузу не подписывал и не собираюсь, я склонен думать, что ответ мы получили все-таки благодаря ней. На Mail.ru работает очень много редакторов, и если ее так активно все пытаются распространять, то вероятность, что до них дошла эта информация, очень высока. Вот и решили ответить, ну как бы просто потому, что инфоповод. Если вы все-таки верите, что петиция на русском языке дойдет до корейской компании, можете подписать. Я никого не отговариваю и не призываю, просто сообщил свое мнение. И еще по поводу российских серверов. Не так давно на всем известном сайте PubG.ru появилось сообщение от какого-то человека, который по его утверждению знаком с сотрудником Mail.ru. Человек детально описал причину, почему у нас до сих пор нет серверов. Сразу скажу, что не надо воспринимать эту информацию как стопроцентную правду, отнеситесь к ней как к возможной версии, потому что пруфов я никаких не вижу, будем называть это просто слух. В нем сообщается, что разработчики PUBG требуют от Mail.ru очень дорогое оборудование и оплату прав на установку, на что, как я понял, тратиться они не хотят. Прибыль с проекта получилась не такая большая, и они решили приостановить переговоры, надеясь, что PUBG Corporation сбавят стоимость или пойдут на какие-то другие уступки. В глубине души, возможно, даже хотят, чтобы нам запретили играть в Steam и заставили играть только в Mail.ru, но это, конечно, сказки. Полное сообщение автора вы видели сейчас на экране, можете поставить на паузу или перемотать и полностью его прочесть. В общем, с серверами пока как-то так, все неоднозначно и все непонятно, я постарался дать вам максимум информации, чтобы вы были полностью в курсе вопроса. Всем спасибо, что смотрели, спасибо за лайки и не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе новостей PUBG самыми первыми. Желаю всем большой удачи, пока-пока.